Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике разбор компании Intel. Intel – это гигантская компания, лидер отрасли в полупроводниковом бизнесе. Давайте взглянем на финансовый отчет по форме 10К за полный 2020 год. Компания декларирует свой полный финансовый год в конце декабря, как мы привыкли это делать. С данным отчетом вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг. Я собираюсь сделать отчет за последние 10 лет, проанализировать фактические данные и на основе этих показателей спрогнозировать будущие финансовые потоки и определить, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры компании Intel и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Компания Intel, основанная в 1968 году, стала основой компьютерных достижений. Мы являемся лидером отрасли, создавая технологии, изменяющие мир, которые обеспечивают глобальный процесс и обогащают жизнь. Мы стоим на пороге нескольких технологических изменений, искусственного интеллекта, трансформации сетей 5G и развития интеллектуальных технологий, которые вместе будут определять будущее технологий. Кремний и программное обеспечение являются движущей силой этих колебаний, и в основе всего этого лежит Intel. 50% дохода Intel приходится на компьютерное подразделение, а остальные 50% – это автономное вождение, облачные технологии и различные другие платформы. Прибыль самой Intel больше, чем весь годовой доход Nvidia, поэтому Intel является абсолютным гигантом в отрасли. В отчете посвящено несколько страниц об конкуренции с такими компаниями, как AMD, Nvidia, Qualcomm и другие. Об этом они открыто говорят, что безусловно подталкивает на мысль, что они не боятся конкуренции, что они являются визионерами в своей области, которые нацелены на опережающие темпы роста инноваций и предсказуемую последовательность выпуска лидерских продуктов. Давайте теперь посмотрим на финансовые показатели. Посмотрим, как растет выручка. Выручка в 2011 году составляла практически 54 миллиарда долларов и выросла к концу 2020 года до 78 миллиардов, что составляет средний рост 4,2%. Это не такой звездный рост выручки, но для такой компании это нормально. Что мне понравилось больше, это рост EBITDA. И вы посмотрите, как растет EBITDA, в среднем на 6%. И за последние 3 года она составляла 32 миллиарда, потом 35 миллиардов и практически 38 миллиардов. Это потрясающий рост. Компания начала активно инвестировать в облачные автономные автомобили. Это те направления, которые меняют правила игры на рынке. И я думаю, они продолжат развиваться в том же направлении, потому что у них сформирована уже некоторая база, которая в перспективе будет генерировать выручку и прибыль. В итоге мы получаем растущую выручку и прибыль. Далее посмотрим на долг. В таблице я указал среднесрочные и долгосрочные долговые обязательства. Долг вырос с 7 миллиардов до 36 миллиардов. У компании также имеются избыточные денежные средства. Капитализацию компании мы получаем произведением количества акций, находящихся в свободном обращении, умножить на цену акции. Стоимость компании – это то, сколько вам придется заплатить, если вы купите весь долг Intel. И когда мы оцениваем компанию, мы думаем как о покупке всего бизнеса компании, которая будет приносить нам прибыль. Потому что мы не должны ориентироваться на цены, мы смотрим на ценность, стоимость самой компании. Отношение стоимости компании к EBITDA в среднем равно 6,5, что является низким значением по отношению к той прибыли, которую она приносит. Вы посмотрите, как в 2016 году это значение было равно 8,38 при EBITDA в 21,5 миллиардов, а в 2020 году EBITDA равна 38 миллиардам при отношении показателя стоимости компании к EBITDA в 5,56 раза. Это действительно притягивает внимание.
Что касается отношения долга к EBITDA, то этот параметр меньше единицы. Это означает, что за один заработок EBITDA они могут выплатить весь долг в течение 1 года после получения прибыли. Это приличный показатель, не говоря о том, что у них также есть лишние деньги. Давайте подведем краткий итог. Рост выручки, пусть и несущественный, но он есть. Хороший рост прибыли, компания увеличивает свою маржинальность, отношение долга к прибыли находится на достаточно комфортном уровне, плюс у компании имеются излишки денежных средств, и акции находятся в хорошей цене. Мультипликатор Enterprise Value к EBITDA, то есть отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов по процентам, налогам, износа и начисленной амортизации, выглядит дешево для компании с прибылью 33 миллиарда долларов. Теперь давайте посмотрим на свободный денежный поток. Денежный поток от операционной деятельности вырос с 21 миллиарда долларов до 35 миллиардов долларов. Рост в среднем составляет 6%. Это хороший показатель, так как растет денежный поток, а это наличные деньги, которые могут быть направлены на выплату дивидендов, обратный выкуп акций, приобретение бизнеса и погашение долга. И вы можете заметить, как соизмеримо растет денежный поток и EBITDA. Они находятся на одном уровне, что является положительным сигналом для инвесторов. Что касается кап-вложений, то они соответствуют денежному потоку от операционной деятельности примерно в 50%. Это означает, что у них есть много денежных средств от операций для реинвестирования в бизнес или выплаты по долгам. Акции, находящиеся в свободном обращении, снижаются. Это означает, что компания выкупает свои акции в среднем на 2,5% в год. Доходность акций высокая, в среднем 8,9%. Это потрясающий показатель. А теперь давайте спрогнозируем цену акций на основе рыночной доходности, а затем на основе денежного потока. При расчете цены акций я применяю консервативную стратегию. Вы можете заметить, как я применил рост EBITDA до конца 2030 года на 5,3%. Я думаю, что это выполнимая задача для компании. Отношение стоимости компании к EBITDA я беру 6,5 и получаю будущую стоимость компании 413 миллиардов долларов. Затем я вычитаю долговые обязательства и складываю излишние денежные средства и получаю капитализацию компании. Количество акций в обращении я беру из расчета среднегодового обратного выкупа в 2,5% до 2030 года. Далее делю капитализацию на количество акций и получаю цену в 119 долларов к 2030 году для Intel. Теперь рассчитаем цену акций на основе денежного потока. Рост денежного потока я беру по аналогии с ростом EBITDA и предполагаю такой же рост, как и в прошлом, и также прогнозирую его до 2030 года. Доходность денежного потока я беру в 6,4% и не учитываю высокие значения в 12%, которые были в 2011, 2012, 2015 и 2022 году, что говорит нам о том, что я применяю консервативный сценарий развития событий. И по итогу я получаю цену акции к 2030 году 166 долларов. Теперь у нас есть две цены для акций Intel на основе свободного денежного потока и рыночной доходности. Давайте возьмем по 50% от каждого значения и получим среднюю цену 142,7 доллара при текущей цене практически 57 долларов за акцию. И если я куплю акцию и буду держать ее 10 лет, то я получу внутреннюю норму доходности практически в 24%. Это очень высокое значение, редко когда такое встретишь. Этот рост доходности во многом основан на сильном свободном денежном потоке, который компания генерирует в процессе своей деятельности. Можно предположить, что часть свободного денежного потока компания будет делить, то есть направлять на выплату дивидендов, что она и делает, а также часть оставшихся средств будет направлять на обратный выкуп акций. В расчете внутренней нормы доходности я не прогнозирую обратного выкупа акций. Я предполагаю, что все эти деньги она направит на дивиденды. Но на самом деле они выкупят часть акций, что в конечном итоге увеличит вашу потенциальную доходность. Итак, как вы видите, компания соответствует по всем 5 ключевым показателям. У нее растет выручка, растет чистая прибыль, у нее стабильный денежный поток, у компании долг ниже трехкратного значения EBITDA, и в настоящее время ее можно купить по достаточно привлекательной цене, так как потенциальная доходность на горизонте 10 лет будет составлять практически 24%.
Мне кажется, что покупка Intel в настоящий момент очень выгодна. Также стоит отметить, что 6 мая 2021 года один из работников компании, то есть инсайдер, покупал акции Intel по цене в $56. Это также говорит нам о том, что компания в настоящее время торгуется по привлекательной цене. И я непременно добавлю ее в свой портфель на долгий срок и оставлю часть средств для возможного усреднения в случае коррекции на рынке. Итак, друзья, если вам было полезное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, приглянулась ли вам данная компания и держите ли вы ее в своем портфеле. Также пишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!